Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами будем готовить блюдо из фарша, но не котлеты. Мы с вами приготовим отбивные из фарша. Не удивляйтесь, и такое бывает. То есть вкус у блюда будет как у отбивных, процесс приготовления как у отбивных, но использовать мы будем фарш. Давайте приступим. У меня в миске 500 грамм свиного фарша. Здесь 2/3 свинины нежирной, абсолютно нежирной, без сала, и индейка 1/3. В фарш нужно добавить соль и специи, которые обычно вы используете при приготовлении отбивных. Я использую приправы хмели сунели и сухой чеснок. Сначала посолю. Перчик, наверное, тоже добавлю. На 500 грамм фарша нужно где-то чайная ложка хмели сунели. И примерно пол чайной ложки сухого чеснока. Перемешаю. Вообще, я бы этот рецепт, конечно, не называла отбивными. Я бы сказала котлеты. Но в обыкновенные котлеты обычно добавляется булка или хлеб, или тертый картофель. Хотя вот эта привычка добавлять хлеб в котлеты, наверное, из нашего советского голодного прошлого. Потому что, я не знаю, ни в одной стране мира я не видела, чтобы в котлеты добавляли хлеб. Напишите в комментариях, может быть, вы знаете, где еще, ну, кроме стран, постсоветских стран, где еще добавляют в котлеты хлеб. Я помню, в школьные годы у нас продавалась в столовых котлета нежная. Я все не могла понять, почему она нежная. Когда однажды дети у меня были еще маленькие, это был конец 90-х годов, соседка пришла, мы с ней разговаривали. Ну, о чем женщины обычно разговаривают? У меня дети маленькие были, я дома была, не работала. Что приготовить на ужин? Ну, и она говорит, что котлеты. Я говорю, у меня фарша осталось грамм 100, не больше. Она говорит, ну и отлично, сейчас сделаем котлеты нежные. Батон есть? Говорю, есть. Ну, на 100 грамм фарша ушло полбатона. Получилось где-то котлет 8 нежных. Я очень удивилась. Ну, это вот, я же говорю, это котлеты из нашего советского детства. Сейчас, конечно, в котлеты, ну, по старой памяти добавляю в обычные котлеты немножко булки, но это немножко совсем. Фарш я перемешала, фарш готов. Теперь нужно взять 2 яйца, разбить их в чашку. Венчиком взбить. Это для панировки. Сначала будем обмакивать отбивную нашу из фарша в яйце, затем в муке и жарить. И приготовим тарелку с мукой. Я думаю, пару ложек с горкой муки будет достаточно. Я думаю, у вас возник вопрос. И как можно сделать так вот плоскую отбивную, обмакнуть в яйце и в муке, чтобы она не развалилась? А вот я вам сейчас покажу, как это делать. Очень просто. И вот показываю, как из фарша сделать отбивные. Мне понадобится 2 полиэтиленовых пакета. Один я на дощечку кладу, второй мне понадобится сверху. Так, беру фарш, делаю из него шарик. Так, поплотнее, чтобы фарш как-то вот так вот слепился получше. Кладу на полиэтиленовый пакет. Сверху второй полиэтиленовый пакет и расплющиваю этот шарик. Вот, вы видите, какая получается. Вот так вот плотненько. Можно как-то ее, ну, форму подкорректировать. Ну, в принципе, форма это ж не важно. Все, сделала. Теперь снимаю верхний пакетик. Вот наша лепешечка. Кладу на руку и убираю пакет. Вот блинчик получился. Теперь аккуратно обваливаю его в муке и откладываю в сторонку. Теперь нужно каждую котлету, эту нашу, каждую отбивную, обмакнуть в взбитое яйцо. Аккуратно, чтобы не развалилось, рукой. Вот так вот полностью под котлету, подводя руку, и выкладываем на сковороду.
Так. Жарятся отбивные из фарша очень быстро. Я нажарила все отбивные. Из 500 грамм фарша получилось 9 штук. Посмотрите, по внешнему виду, не отличишь их от обычных отбивных. Давайте посмотрим в разрезе. И в разрезе, как настоящие отбивные. На вкус 100% будет как отбивные, потому что специи мы добавляли такие, как используем для обычных отбивных. Я вам предлагаю провести эксперимент со своими домашними. Приготовьте такие отбивные из фарша. Дайте попробовать. Определят они, что это фарш или нет? Я думаю, единственное, что будет необычно, это необыкновенно мягкие и сочные отбивнушки. Этот рецепт хорошо выручает, когда должны прийти гости. Хочется для гостей что-то поинтереснее приготовить. Вот, если у вас есть хотя бы 500 грамм фарша, уже отличное блюдо будет на столе. Приятного аппетита, дорогие мои зрители! Подписывайтесь на мой канал. У вас всегда под рукой будут интересные, быстрые, экономичные рецепты. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.